Добрый день всем. Мало кто знает о существовании достаточно неплохого шим-контроллера, который позволяет регулировать обороты небольших электродвигателей. В частности, это различные кулеры, различные вентиляторы для компьютерной техники, для 3D принтеров, ну и много чего еще. В данном случае шим-контроллер не просто стандартная плата с Алиэкспресса. Это готовое изделие, позволяющее управлять частотой импульсов исходного напряжения, которая на выходе шим-контроллера подается на электродвигатель. Она еще позволяет регулировать частоту модуляции, а также позволяет задать нижний и верхний пороги регулировки выходного уровня напряжения в процентах. То есть можно ограничить нижний порог, допустим, 20-30%, а верхний порог ограничить 80-90%. То бишь от 0 до 100. В отличие от большинства готовых плат шим-контроллеров, которые в изобилии продаются за копейки на Алиэкспресс, данное решение, как раз вот его особенностью является возможность регулировки частоты. Плюс удобный дисплей, на котором отображается в процентах величина подаваемого напряжения на электродвигатель. Удобное подключение, без ограничений на вращение регулятор. И он же является одновременно включателем и выключателем. То есть вот я включил. Вот стандартный вентилятор центробежный, имеющий размер 50-15. Он 12-вольтовый. На обычных шим-контроллерах такие вентиляторы в большинстве своем не запускаются. Приходится городить какую-то простейшую схему на одном транзисторе, переменном резисторе и обычном резисторе, собирая так называемый ключ транзисторный. Ну, как это все, скажем, неудобно, долго. Здесь же готовое решение ценой в 300 рублей, просто прелесть. Плюс у большинства шим-контроллеров на Алиэкспрессе, то есть, они не сопоставимы с двигателями. То есть надо подбирать именно ту пару двигателя, который будет работать с теми частотами под эту плату. То есть это вот большая проблема готовых плат. Здесь вот, как видите, регулируется скорость вращения от 100, это верхний порог процентов, до установленных мной значения в 35%. То есть и вентилятор все еще продолжает вращаться. Регулировка очень точная, ничего не прыгает, ничего не скачет. То есть обороты поддерживаются очень точно. Для каких-то устройств, где это очень важно, такая плата просто незаменима. Вот 35% как бы это минимум. Дальнейшее кручение ни к чему не происходит, так как задан нижний порог 35%. Он же включает, он же выключает. На маленьких процентах он иногда не стартует. Вот немножко добавил, 39, и он застартовал. Сзади все просто. Клеммная колодка. Out минус, out плюс. Это выход на электродвигатель. И вход по питанию V минус, V плюс. Питание у него от 5 вольт до 30. И ток он нагрузки поддерживает до 5 ампер. Соответственно, мощность 150 ватт.
Модель ZK MG. Также в дополнение к вышесказанному предлагаю ознакомиться с новыми моделями от этого же завода. Это шин-контроллер ZG-BMG с большей мощностью и шин-контроллер ZK PP2K с генератором импульсов. Ссылки, конечно же, будут в описании. Ну, я лично очень доволен. Всего доброго.